Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на наш канал. Только что произошла крупная утечка информации, которая мгновенно приковала к себе внимание всего мирового шоу-бизнеса. Эти данные потрясли глобальные медиа. Имя Ким Тхэ Хёна снова оказалось в центре внимания. Эксклюзивные репортажи корейских, японских и даже американских СМИ указывают на то, что спонсорский контракт на тур BTS 2026 года оценивается в триллионы вон, что является беспрецедентным масштабом в истории K-pop. За этой ошеломляющей цифрой стоит одно имя, которое продолжает выделяться – Тхэ Хён, король красоты, чье влияние теперь выходит далеко за рамки образа айдола. Развлекательные СМИ Лос-Анджелеса окрестили это явление «эффектом Тхэ Хёна», при котором любой проект с его участием автоматически получает значительный скачок коммерческой стоимости. Сообщается, что еще до официального объявления графика тура акции компаний-партнеров уже взлетели вверх просто на фоне слухов об участии Тхэ Хёна в качестве лица глобальных рекламных кампаний. Мировые люксовые бренды, такие как Gucci, Cartier и Celine, по имеющимся данным, готовят специальные рекламные стратегии, полностью сосредоточенные на Тхэ Хёне. Это не просто рекламная кампания, а долгосрочная инициатива, использующая элегантный, загадочный и артистичный образ Тхэ Хёна как символ роскоши нового поколения. Аналитик индустрии моды из Парижа заявил, что Тхэ Хён сейчас находится на уровне, которого обычно достигают лишь глобальные иконы вне времени. «Он не просто лицо для рекламы, он – живая история самого бренда», – сказал он. Это заявление еще больше укрепляет позиции Тхэ Хёна как высокоценного актива на мировом рынке. В Японии крупнейшие развлекательные СМИ отмечают, как быстро раскупаются билеты на премиальные концерты Тхэ Хёна. Говорят, что международные фанаты готовы платить в несколько раз больше за эксклюзивную возможность увидеть выступление Тхэ Хёна вблизи. Удивительно, но некоторые отчеты предполагают, что личные доходы Тхэ Хёна от тура 2026 года могут стать самыми высокими в истории K-pop. Точные цифры конфиденциальны, но аналитики полагают, что эта сумма превзошла все предыдущие рекорды среди айдолов. Корейские СМИ отмечают, что Тхэ Хён сейчас является не только центром внимания фанатов, но и центром экономических расчетов индустрии развлечений. Каждая минута его выступления на сцене, каждое видео, загруженное в сеть, и каждый наряд, который он носит, имеет измеримую и постоянно растущую финансовую ценность. Инсайдеры индустрии даже сообщали, что некоторые крупные спонсоры специально запрашивают больше времени для съемок Тхэ Хёна во время концертов. Это демонстрирует силу визуальной и эмоциональной привлекательности Тхэ Хёна в завоевании внимания мировой аудитории. В Соединенных Штатах СМИ сравнили феномен Тхэ Хёна с легендарными поп-иконами, способными одновременно влиять на культуру, тренды и потребление. Разница в том, что Тхэ Хён делает это в глобальную цифровую эпоху, где его влияние распространяется за считанные секунды. Помимо финансового веса, влияние Тхэ Хёна очевидно и в росте международного авторитета BTS. Многие считают, что присутствие Тхэ Хёна служит эмоциональным мостом, расширяющим охват аудитории BTS на новые сегменты, ранее не затронутые K-pop. Именно здесь все становится предельно ясно. Речь больше не идет просто о популярности или общественном внимании. Каждый шаг Тхэ Хёна теперь экономически просчитан. От концертной сцены до цифрового экрана его присутствие вызывает ощутимую цепную реакцию. Акции растут, тренды меняются, а стоимость брендов взлетает. Индустрия начинает осознавать, что перед ними не просто айдол, а глобальная сила, способная контролировать рынки за пределами национальных границ. Это момент, когда Тхэ Хён не просто выступает на сцене, а находится в центре международных бизнес-расчетов. Что делает эту историю еще более захватывающей, так это то, как Тхэ Хён сохраняет скромность и артистическую ауру в условиях столь пристального экономического внимания. Именно это создает прочную связь между брендом и фанатами, редкое сочетание искренности и коммерческой мощи. Некоторые эксперты даже предсказывают, что бизнес-модель тура BTS 2026 года станет предметом изучения в университетах бизнеса и развлечений по всему миру, а Тхэ Хён станет ярким примером того, как личный брендинг может генерировать триллионы вон. Сообщалось, что за кулисами маркетинговая стратегия тура была специально скорректирована с учетом времени трансляций в странах с наибольшей фанатской базой Тхэ Хёна. Это доказывает, что влияние Тхэ Хёна теперь изучается научно и стратегически. Неудивительно, что социальные сети снова гудят «Эри Тхэ Хёна».
Хэштеги с его именем неизменно возглавляют мировые тренды даже без официальных заявлений агентства. Еще более удивительно то, что некоторые спонсоры, по сообщениям, были готовы продлевать свои контракты только при условии, что Тхэхён останется главным лицом тура, независимо от изменений в концепции или локации. Это явное свидетельство универсальной популярности Тхэхёна. Фанаты называют этот момент вершиной эволюции Тхэхёна. От талантливого айдола до глобальной иконы с реальной экономической властью – трансформация, которую редко кому удается повторить. Интересно, что несколько международных деловых изданий начинают упоминать Тхэхёна в категориях, обычно предназначенных для крупнейших фигур индустрии. Его больше не рассматривают просто как артиста, но как глобальную экономическую силу, способную влиять на инвестиционные потоки, потребительские тренды и маркетинговые стратегии на разных континентах. Утечки из индустрии указывают на то, что для каждого города тура 2026 года прогнозируется всплеск туризма, и одним из основных факторов этого всплеска является фанатская база Тхэхёна. Отели, рестораны и даже торговые центры, по имеющимся данным, начали готовить тематические пакеты услуг, посвященные Тхэхёну, задолго до официального анонса. Наблюдатели называют это явление экономикой премиального фандома, где присутствие Тхэхёна создает дополнительную ценность, побуждая фанатов платить больше за персонализированный и эксклюзивный опыт. Это доказывает, что популярность Тхэхёна – это не мимолетная мода, а долгосрочная лояльность. Влияние этого феномена также начинает затрагивать сферы цифровых технологий и инноваций будущего. В некоторых отчетах упоминается, что гигантские технологические компании разрабатывают эксклюзивные платформы виртуальной реальности (VR), которые позволят фанатам виртуально ощутить присутствие в первом ряду на концерте Тхэхёна. Прогнозируется, что этот проект привлечет миллионы долларов инвестиций, учитывая способность Тхэхёна стимулировать массовое внедрение новых технологий его невероятно лояльной аудиторией. Это доказывает, что влияние Тхэхёна не ограничивается физическими товарами, но также является движущей силой глобальной цифровой экономики. Более того, социальные обозреватели подчеркивают, как Тхэхён использует свою власть для продвижения местных художников и молодых дизайнеров в каждом городе, который он посещает. Часто одежда или аксессуары от небольших, неизвестных брендов, которые он надевает, распродаются за считанные минуты, создавая так называемый эффект экономического спасения. Это искреннее действие добавляет моральное измерение к цифрам в триллионы вон, показывая, что за холодными бизнес-расчетами стоит сердце художника, который хочет коллективно поднять статус искусства. Этот экономический успех также вызвал серьезные дискуссии среди ученых относительно психологии глобальных икон. Многие ведущие университеты сейчас начинают включать тематические исследования о том, как Тхэхён выстраивает доверие к бренду через личную честность. Он не просто инструмент маркетинга, он культурный куратор. Его способность балансировать между эксклюзивностью люксовых брендов и эмоциональной доступностью для фанатов считается ключом к успеху, который трудно повторить любой знаменитости в современную эпоху. Сообщается, что за кулисами подготовки к туру 2026 года Тхэхён непосредственно участвует в творческом процессе проектирования сцены и кинематографии концерта. Он хочет гарантировать, что каждая секунда выступления будет не просто зрелищем, а вечным визуальным произведением искусства. Крупные спонсоры, по сообщениям, предоставили ему полную творческую свободу, понимая, что художественное видение Тхэхёна имеет гораздо более высокую продажную ценность, чем любая традиционная маркетинговая стратегия. Это меняет парадигму отношений между артистами и крупными корпорациями, где артист теперь полностью контролирует направление своего бизнеса. Мировые инвесторы теперь рассматривают Тхэхёна как безопасный актив, устойчивый к рыночным колебаниям. В условиях мировой экономической нестабильности партнерские контракты с Тхэхёном считаются гарантией долгосрочной прибыли. Это отражается в том, как различные международные инвестиционные фонды начинают нацеливаться на акции компаний, аффилированных с его сольными и групповыми проектами. Его влияние вышло за рамки музыкальных жанров, сделав его одной из самых влиятельных фигур в мировом ландшафте креативной экономики 21 века. По мере приближения тура ожидается, что этот энтузиазм вызовет экономическое цунами в туристическом секторе. Сообщается, что некоторые страны даже рассматривают возможность введения специальной визовой политики для путешественников с билетами на концерты BTS, чтобы максимизировать доходы в гостиничном и сервисном секторах. Мир теперь осознает, что Ким Тхэхён
Это не просто талантливый певец, а уникальный феномен, способный приводить в движение колеса мировой экономики одним своим шагом на сцене. Со всеми этими фактами и прогнозами один вывод становится все более очевидным. Тур 2026 года – это не только про BTS. Это про Ким Дхэ Хёна, утвердившего себя в качестве глобальной иконы с огромной экономической ценностью и культурным влиянием. Мир больше не ждет, установит ли он новые рекорды. Мир ждет, как далеко эти рекорды зайдут. И в конечном итоге все это подводит нас к одному важному выводу. То, что только что произошло, это не просто пиковый момент, а начало новой эры. Ким Дхэ Хён перерос свой образ айдола и стал символом глобального влияния с реальной экономической и культурной мощью. Мир больше не спрашивает, сотворит ли он историю. Мир спрашивает, насколько масштабно эта история будет написана. И когда занавес поднимется на туре 2026 года, одно можно сказать наверняка – глаза всего мира будут прикованы к нему. Заключение. Благодарим вас за внимание к этому подробному обзору необычайного феномена Ким Дхэ Хёна. Ваша поддержка – это все для развития нашего канала, поэтому не забудьте нажать кнопку «Подписаться» и включить колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить другие эксклюзивные новости. Поделитесь своими мыслями в комментариях о масштабном влиянии Дхэ Хёна на мировую экономику. До встречи в следующем видео, и давайте продолжать поддерживать это удивительное путешествие вместе.